И всем привет, с вами снова я, летсплейщик. Простите, что так долго не было видео, потому что, сами понимаете, учеба. Короче, через месяц я буду все чаще снимать видео, потому что, ну, понимаете, каникулы. Буду я учиться до 2 июня, если я не ошибаюсь. Ну, июнь, это же первый месяц лета, или июль, потому что я уже забываюсь. Короче, если что, подправите меня в комментах, потому что я не особо знаю. Блин! Короче, я наконец-то осуществил свою мечту. Это купил вот такой вот шикарненький МАЗ. Сейчас. У него 3 колеса на каждой стороне. Ну вы посмотрите на эту красотку. Ну ее. И я на это копил, блин, не знаю, где-то месяц, полтора, может. 380 тысяч. И тут я, короче, за одну поездку, короче, получил 29 тысяч. Но это же не охеренно. Охеренно, конечно же. Это пока вот я работал, короче, на УАЗе Буханке. Так я там зарабатывал всего лишь-то мелочи. 16 тысяч. За одну поездку. Ну ладно, это пока что еще отставим. Но вот 29 тысяч. 29. Это просто сногсшибательная сумма для новичка. Хоть я уже здесь и не новичок, но, блин, все равно это очень много для меня. Реально. Так. Ребят, еще напишите в комментах, в комментарии, кто больше любит играть и на чем. Типа на руле, на кнопках или на акселерометре. Во, блин, еле выговорил. Короче, напишите в комментах, будем смотреть, кого больше. Но я знаю то, что мой друг Артем, который живет тоже на Калиновой, он любит на кнопках играть. Поэтому, скорее всего, он прокомментирует. Но я не знаю, потому что он уже давно не смотрит мой канал. А еще спасибо вам за 56 подписчиков. Я последний раз, когда смотрел, то у меня было 56 подписчиков. Спасибо вам. Я еще, короче, еще раз извиняюсь, то что так долго не было видео, потому что реально тупо не было времени. Сколько гоним? Сотку гоним. Сотку. А еще мне настолько сегодня повезло, тоже в моторный под настолько сегодня повезло, потому что я когда-то, короче, закупился 3 канистрами, короче, у меня было 60 литров дизеля, и, короче, у меня было 3 канистры дизеляки. И, короче, я заправился, и сейчас у меня уже нормально бензина. Потом поеду в Серпов, и там уже заправлюсь нормально. Потому что реально, ну, канистрами не очень выгодно, конечно, пользоваться. Поэтому лучше на заправке ездить. Заправки, ну, капец, какие дешевые. Я бы мог бы и по-другому сказать, но я не хочу баллов ютуба. Так, куда нам дальше ехать? Все правильно, едем прямо. Погоди. Ага, едем по вот так вот повороту, потом налево, и потом снова налево. Все, понятно. Ребят, короче, буду отмечать, буду закреплять самые крутые комментарии, и на того буду подписываться. Поэтому не упустите свой шанс. Можете там какую-то шутку написать, можете какой-то анекдот. Мне без разницы. Главное, чтобы был крутой комментарий. Такой я и закреплю, чтобы он был всем виден. На того я подпишусь. Потому что у меня вообще у меня в основном комментарии набираются в YouTube Shorts.
Хотя YouTube Shorts я тоже уже давно не снимаю. Потому что, опять же, говорю, нету времени. Реально, то есть мне приходится больше учиться, чем снимать видео. Ну ничего, на каникулах не переживайте, я не закину YouTube на каникулах. Это мой друг Артем что-то... Блин, загудел. Кстати, вот такой... Так, ну ёпта, сейчас газуем. Сейчас после этого вот газельки, блин! Блин! Отлично. А теперь валим! Ладно, я так, чисто по приколу. Ну давай ты там уже выруливай. Не делай нам пробку. Это, короче, мое место, блин. И это ты сам виноват, что ты на меня поехал, хотя ты должен был остановиться. Ладно, ребят. Пока что можно фары вырубать, конечно. Ну, это же игра. Хотя будем ездить по правилам с фарами. А ёпта. Блин. Еще, короче, вы встречали прям такие, прям, ну, жестко побитые дороги в Мотор-Депот? И вы так ехали, то, что уже такое ощущение было, то, что вы сейчас себе уже там бампер отломаете. Ну, ё, что это за подлюка? Останови. Отлично, я еще долбался. И ну мне тут приходится в миллиметраже стоять. Так, ну-ка, смогу вырулить? Ёпта. Да ёпта. На нахер. Все. Все нормально, проехал. Так. Так. И внимание! Сейчас получаю 29 тысяч. Алло. Пожалуйста, вот вам 29 тысяч. Теперь смотрим. Статистика 50. Ладно, все, ребят. Давайте домой. Так, мы сейчас где? Ну это нам недалеко. Погоди. Да не, давай через Емшево поедем. Да, сейчас выезжаем. Блин. Сейчас придется разворачиваться. Ой. Ребят, короче, сейчас поеду в Микряево, потому что мне нужно, короче, заправиться. А у меня уже фулл хп. Ой, блин, Короче, какое фулл хп, блин. Короче, блин. Да все, уже отстань. Мне сейчас не до этого. Мне сейчас до заправки нужно. И то я домой хочу. Мне нужно к базе. Точнее, мне не нужно. Мне просто хочется уже в базу поехать. Вот это палец хрустит. Это просто решил перед школой снять видео. Я же на вторую смену иду. Я очень сочувствую тем, кто на первой смене. Реально, потому что им приходится... Ой, ёп. Это что было? Что за магия? Ну и где эта ваша гребаная заправка? А, вот. Так, все, чисто залетаем по-пацански. Блин! Пау!
Залетели, заправимся сейчас. Купить. 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 Все, заполнило. Все, заправились. Теперь мы полностью готовы. Можем возвращаться. Хотя, давайте поедем через Микряево. Так, сейчас развернемся, поедем через Имшево по прямой, потом через Пертуры повернем налево, потом повернем через Краснобор налево. Так, поедем через обходку, потом снова налево, потом направо, потом снова направо, и там мы уже будем на базе. Вот, ребята, чисто по рофлу. Так говорю. Разворачиваемся. Я собирал больше месяца на мою мечту. Ой, бля, я в Парандай еду. Капец. Вот это, конечно, жестокий этот. Конечно, парень жесть, так скажем. Да ёкарный бабай, Жигули. Нафиг ты мне под колеса лезешь? Как говорится, куда мы лезем? Упоминание мемасов в моих видосах. Бля, какая херня. Ладно, я так чисто. Микря, потом через Емшево напрямую, потом снова, потом в Пертуры поеду, и потом в Краснобор. Наконец-то я вернусь на свою базу с 53 с моими 53 тысячами. Не, а вот подножку нафиг подставил. Вот это жесткий парень, блин. Да, я рисковый парень. Да ёпта! О, смотри, вырубил. О, автобус пустой. Ну, падла. Сейчас ты у меня получишь подзатыльник. А, это не он. Сори, чел. А, кстати, вспомнил историю. Хочу вам рассказать, пока снимаю. Сейчас посмотрю. А, еще нормально. Еще час есть. Короче, я сижу. Короче, ну, точнее, я немного... Вот, я, короче, буквально на полчасика зашел в 7.23 посидеть. Чтобы мне, короче, друг в стендофе прокачал. И ко мне подходит какой-то, блин, чувак лет 13. И тупо меня начинает все расспрашивать. Он что-то меня там расспрашивает. И в конце концов он мне, блин, облил кроссовки колой. Я такой говорю, ну нахера, чел, что я тебе, блин, сделал? А он спрашивает, а ты не пожар? Это не Андрей Пожар? Я говорю, нет, я не Пожар, я Конев. Он такой, блин, сори, чувак, просто нас обидел. Короче, тот Андрей Пожар.
И, короче, все сейчас на него смахивают, и нам приходится, короче, его находить. Я такой говорила, ничего страшного, с кем не бывает. И он пошел, короче, и я по его лицу, по его лицу было видно, как ему стыдно стало. Даже он чисто какого-то невиновного человека начал обижать. Реально, он уже так покраснел, то что у него чуть слезы не потекли. Потому что ему настолько стыдно стало. То что он тупо подошел к какому-то невинному человеку и облил ему, блин, кроссовки колой. Он чуть-чуть там колы налил, но, блин, реально, очень обидно сначала было, а потом я все уже разузнал. Ну, короче, такое бывает. Может, и с вами такое же было. Пишите в комментах, может, совпадение какое-нибудь будет со мной. Блин! Так, обгоняем колонну. Все, обогнал. На повороте всегда скидываем скорость. Конечно. Ой. Краснобор, мой любимый Краснобор. Так, я не туда ставил. Тут, короче. Я знаю, короче, мы сейчас объедем по грунтовке. Так, все. Сейчас залетаем. Залетели. Все. Вы наверняка знаете эту дорогу, если кто-то уже давно играет в Motor Depot. Я уже и, кстати, я уже на пятом левеле в Motor Depot. Ой-ой-ой. Хорошо. Потянуть. Главное, спину не поломать. Так, эти погрузки вообще нифига не видно. Вообще. Ну, не прям буквально вообще. Но очень плохо видно на грунтовке. Особенно где нету фонарей. Так, все, давай, Та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас накуплю всех прицепов. Потому что все-таки мне тоже нужно как-то прицепы иметь. Так, хорошечно. Обгоняем. Пролазим. Вот это было сейчас экстремально. Сейчас, короче, вот так вот сделаю. О, хорош полетел. Ёпта! А, похер, это же игра, можно. Ну, не похер. Мне можно. Бля, вот еще, кстати, короче, очень не прикольно, то что здесь нету полицейских, полицейских, да. Реально, тут ни скорых, ни полицейских. Только вон пост ДПС стоит, и то там, тем более, там никого нету. О, Горномаринская ЭТП. Да ёпта! Я задолбался! Ну почему именно сейчас? Ты все мои видео. Ёп, ну вы охерели. Ща, ребят. Все. Я уже
выехал из этих ворот. Так, я смогу заехать. Надеюсь, что... Да. Да. Да, я смогу заехать. И я заехал как-то. Охереть вообще. А чё это так? Чё оно такое большое? Так, ну хорошо. У меня 50. Так, а почему у меня показало 53 тысячи? Ладно, забейте. Неплохо. Так, ну хорошо. Да, мне вот такое вот нравится. Давай короночку. Ха, будет Казахстан. Мне он нравится. 500. Нифига. Для чего я копила? Для того, чтобы... Так. Сейчас, ну реально, мне нужно купить все прицепы. Все, у меня осталось 24 тысячи. Вот посмотрите. Пятьдесят два, 3. ВМ. Сколько? Ну ладно. Расскажи все-таки можно. Давай ее отремонтируем. Все. Мы сделали вот так вот. Так, все, выходим. Да ёпта! Шо мне, блин, Нет, ну это реально, вот посмотрите. Реально, ну это охереть. Слава Казахстану. Кто из Казахстана, пишите в комменты. Так. И куда это мы сейчас едем?
Так, 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 так. Так, я с первого раза заеду. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Я заехал с первого раза. Сколько километров, извините? Ладно, ребят, мы, наверное, на этом будем заканчивать. Потому что реально, я не знаю, куда мне ехать 14 километров нахер. Ладно, все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.